Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, чей звонок изменит вашу жизнь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так. Ребят, напишите, пока я раскладываю, какое у вас сегодня настроение, а? Давайте-ка сделаем такой маленький опрос. Итак, смотрите, я вам скажу, что когда-то вы были такой вот, добряк добряком. В принципе, вы сейчас остались таким же. Только вот жизнь вас потрепала, жизнь вас закалила. Было множество таких ситуаций, когда вы были, то ли в опасности, то ли на краю жизни и смерти. Это может даже касаться у кого-то опасность от воды была, у кого-то опасность от каких-то острых предметов, да, вот ножи, там, я не знаю, может еще там какие-то сабли, я не знаю, там на дуэль, может быть, кого-то вызывали. То есть опасность была. Здесь могла быть и какая-то болезнь, допустим, которая была такая смертельно опасная, в общем-то. Вы по жизни выкарабкиваетесь. Вот вы знаете, как будто какая-то кармическая обработка. Боже, уже все, заговариваюсь. Кармическая отработка. Вот знаете, бывают ситуации, даже, возможно, они повторяются в вашей жизни. Вот эти вот непростые ситуации, и пока вы их не отработаете, вот ситуация не меняется. Напишите, бывали у вас такие моменты или нет. То есть, как бы вас судьба не испытывала на прочность, вы всегда выходите победителем. Хотя периодически бывало, опускались руки, бывало, что теряете веру, да, вот именно веру в то, что все наладится. Здесь может быть такая ситуация, когда, вот знаете, человек думает, за что мне это все, да сколько же можно, сколько же испытаний, там, допустим, и в личной жизни, у кого-то по работе, у кого-то два в одном, да, у кого-то по финансам, то есть у каждого это свои проблемы, у кого-то болячки, да. Поэтому, здесь, знаете, здесь выше крыши было испытаний в вашей жизни. Хотя на самом деле, вот я скажу, вы не заслужили такого. Вот не заслужили. И то, что происходило в вашей жизни, это скорее реально идет отработка. Я не знаю, верите вы в это или нет, да, вот перерождение, вот какие-то прошлые жизни, да. У меня такое ощущение, что это идет отработка еще от ваших предков. Но это совсем другая история, да, мы сейчас не будем углубляться в эту тему. Это если кто захочет, да, на личном раскладе можете записаться, и мы с вами посмотрим, у кого и какая отработка, и вообще, что это такое, и с чем его едят. Вы человек очень такой компанейский, у вас есть друзья, причем друзья, такие кореша надежные. Возможно, даже вы много лет дружите с этими друзьями. У кого-то это друзья детства, там по учебе, может быть, да. То есть вы даже не один десяток лет можете дружить. Вы человек, который, знаете, в своей жизни, я не скажу, что вы испытывали очень много нежности и тепла. И в том числе даже от женщин. Вот как-то у вас так повелось, вроде бы женщины были в вашей жизни, но я не скажу, что они слишком такие уж ласковые, может быть, не очень заботливые, не очень такие проявляющие свои чувства, да? Хотя напрашивается вопрос, а вообще были там чувства у этих женщин или нет, если они себя так холодно вели? Напишите в комментариях, у кого проигрывается такая ситуация. Вот достаточно вам было нежности и тепла от женщин. И сейчас вот такой момент, когда вы реально соскучились. Вот может нахлынуть ностальгия, да, вот хочется какого-то тепла. Именно женского тепла, потому что уж очень давно вы его не испытывали. Вот здесь могут проигрываться ситуации, когда вы холостякуете, допустим, очень длительный период. Несерьезные отношения, если у кого и есть, да, мы их не будем, как всегда, брать во внимание, потому что, это все не то.
Мы обычно смотрим, да, вот серьезные отношения, могут они быть, не могут. А вот эти все девочки, однодевочки, вот эти ваши служба спасения 911, ну как-то мне не хочется смотреть, если честно. Потому что это все, ну как минимум, несерьезно. Далее, давайте-ка посмотрим, что же еще у вас происходит. Вы очень такой ранимый, вы переживательный. Несмотря на то, что жизнь вас потрепала, вот вы берете все близко к сердцу. Да, вы этого не покажете. Вы, я думаю, даже мало кому говорите, либо же вообще не говорите о каких-то своих переживаниях. Вы все это держите в себе. Да, после этого у вас могут обостряться болячки, либо же появляться новые. Ну, слишком вы такая переживательная натура. Вы, возможно, даже верите в судьбу. Такой момент тоже. Кто-то может говорить, что вот, ну, если так случилось, значит, так тому и быть, вот суждено, так по судьбе, да, вот в таком духе. Но опять же, это все очень спорно, потому что кто-то считает, что судьбу мы сами делаем, кто-то опускает руки, да, и проще всего, ну, как бы спихнуть и сказать, что, ну, вот по судьбе сложилось, так и сложилось, да, это проще простого. Будет, как будет. Но все равно, вот я вам скажу, что вы в душе вы очень верите и ждете, что рано или поздно все равно в вашей жизни появится новая женщина. Именно вам хочется новой любви. Вам хочется тепла, вот как я уже говорила. Вы настолько истосковались по настоящей женщине, по настоящим чувствам. Здесь может быть даже, знаете, вот когда вы смотрите, допустим, какой-то фильм про любовь, где настолько все чисто, искренне, где взаимная любовь, да, где вот романтика. Ну, даже я не удивлюсь, если вы можете в такие моменты пустить какую-то, ну, скупую мужскую слезу. Просто потому что вам, вот знаете, до глубины души хочется тоже любить и быть любимым. Хочется чувствовать, ну, ту самую вот женскую ласку, нежность, когда тебя и приголубят, да, обнимут, поцелуют, когда у тебя есть надежный, верный друг, да, потому что эта женщина должна быть не только там женой, любовницей, матерью, она еще должна быть и верным другом. То есть у женщины очень много ролей в семейной жизни, если так назвать, да? Поэтому вот нехватка, вам хочется какого-то адреналина, драйва, вот именно связанного с любовью, да, хочется испытать вот этот весь кураж, как в 20 лет, когда бабочки в животе, когда ты бежишь, мчишь, летишь, когда ты ждешь звонка. Вы очень ждете, вы уже хорошо, что вы не опускаете руки. И вы все-таки верите, надеетесь и ждете, что все-таки появится в вашей жизни женщина такая. Итак, давайте разбираться, чей же звонок изменит вашу жизнь. Кто же появится? А появится, ну, такой привет из прошлого. Эта женщина, опять же, смотрите, у каждого будет по-разному проигрываться, потому что вас много, расклад общий, поэтому переворачивайте под себя. У кого-то, может быть, вообще не срезонирует. Это такое дело. Смотрите, это привет из прошлого, это появление неожиданной женщины, которая вам либо же нравилась, но по какой-то причине, ну, не сложился даже роман, либо отношения. Это может быть женщина, которая, вот да, она была вам очень симпатична, конечно же, у вас даже взаимная симпатия была, но не сложилась. У кого-то это может проиграться легкий романчик, да, у кого-то это левачок может проиграться. Ну, то есть с этой женщиной вы разошлись. У кого будет какая причина, это понятное дело, что у каждого своя. Это женщина, которая запала в свое время вам глубоко в душу, вы точно так. То есть это была, знаете, такая взаимная симпатия. То, что не сложилось, это уже другой вопрос, да, потому что могло даже не сложиться, потому что у вас, возможно, семья была, возможно, вы были не готовы на тот момент, да, по какой-то причине, потому что люди не всегда бывают готовы к новым отношениям. Особенно если это касательно
момента после разрыва, да. Вот человек, допустим, разошелся, то я и сама, и другие психологи не всегда рекомендуют вступать сразу же в новые отношения, просто потому что вы не готовы, вы еще не отпустили ситуацию, да. Поэтому, возможно, это ситуация, когда вы были внутренне закрыты, да, потому что я понимаю, что у вас были у некоторых, опять же, моменты, когда дважды вас предавали, кого-то трижды, да, ну то есть это трэш такой по жизни, который у вас продолжался. То есть это могли быть какие-то мимолетные такие встречи с этой женщиной, но именно до отношений, до какой-то близости прям могло не дойти. У кого как проиграется, я просто разные варианты вам говорю. Это женщина, которая, то есть оставила она неизгладимый след в вашей душе, вы в ее тоже. Она одинока, она и сейчас, она ни с кем в принципе особо не встречалась, потому что она не гулящая. Очень такая, она, знаете, вот в общении как будто, ну, какое-то тепло от нее идет. Она очень добрая, она очень светлый такой человечек. Да, я вот в двух словах пытаюсь описать, может быть, кто-то из вас поймет, о ком я говорю. С такой женщиной приятно даже помолчать. Вот с ней настолько, знаете, ну, как-то вот кайфово. Вот энергетика сама такая кайфа, классная. С этой женщиной я не скажу, что вы долго общались. Нет. Это какое-то такое было мимолетное увлечение, но оставившее реально большой след, потому что таких женщин мало. И вы это знаете, вы это понимаете. Она после того, как вот вы с ней общались, да, она пыталась устроить свою личную жизнь, там у нее были небольшие романы, но опять же, не сложилось, не срослось. У каждого это будет своя причина, мы не будем уточнять сейчас, почему она не зароманила с другими более глубоко, да. Но она на расстоянии, то, что она на расстоянии с вами, это однозначно. Смотрите, у кого-то может проиграться, что на расстоянии это в другом городе, у кого-то в другой стране. У кого-то может проиграться, может быть, она просто в одном городе, но на другом, ну, на другом конце города живет, что к ней ехать далеко нужно. То есть у кого как проиграется. Далее, смотрите, эта женщина, вот я бы сказала, что вот будет, знаете, такой момент, что она о вас вспомнит, но очень так, плотно вспомнит. Она, в принципе, вас и не забывала. Я вам скажу даже больше. Она какой-то период даже грустила, страдала, тосковала вот по вам, что не получилось. Она для себя даже, знаете, вот, ну, как бы решила все-таки возобновить каким-то образом общение с вами. Она долго не решалась, возможно. Но вот она решила, что она попробует еще раз с вами связаться. Это будет такой момент очень неожиданный. Во-первых, смотрите, еще такое предисловие маленькое. Конечно же, она не будет появляться, не разузнав о вашей жизни. То есть она будет либо через общих знакомых, может быть, там еще какие-то родственники, коллеги, ну, опять же, у кого как проиграется. Она сначала такую маленькую разведку проведет, как вы живете, есть ли у вас женщина, есть ли у вас семья и так далее. И только потом она попытается с вами связаться. Это будет либо же смс-ка, у кого-то это звонок, у кого-то, кстати, может проиграться, что она подстроит неожиданную встречу. Особенно, если вы живете, ну, хотя бы в одном городе, либо же недалеко. Ну, знаете, как бывает обычно женские штучки. То есть она, допустим, знает, что вот в 6 вечера вы идете с работы. Она знает, где вы работаете, и тут она идет, да, ну, типа я там в магазинчик иду, да, и тут встретила тебя. Ну, как-то вот будет подстроено. Обрадуетесь вы оба. Вот обрадуетесь настолько, знаете, ну, так до бабочек в животе.
Я не скажу, что вы сразу прыгнете в постель. Нет, конечно же, вы сначала пообщаетесь. Я думаю, это будет общение, ну, чисто платоническое поначалу, но платоническое это будет недолго. Это все перейдет в роман, если вы того захотите, естественно, потому что я вам рассказываю, что может быть. Если вы не захотите, то, естественно, ничего не будет. Можете чашечку кофе выпить и до свидос. Но роман может быть. Причем вот когда вы с ней будете общаться, да, вот даже сидя за той же чашечкой, к примеру, она еще больше в вас будет влюбляться, она еще больше увидит у вас какой-то, ну, такой мужской стержень, да. Вот она увидит то мужское начало, которое так необходимо многим женщинам. Ту силу, ту мощь, ту надежность, да, которая исходит от любого мужчины. Ну, не от любого, понятно, но, по крайней мере, сила или слабость однозначно исходит от человека. Почему-то одни мужчины, ну, чувствуются, да, как сильный самец, другие же мужчины, ну, совершенно другое ощущение. Точно так и женщин чувствуют мужчины. Поэтому вот она еще больше как-то загорится тем, что, ну, вот нужно вас брать тепленьким. Тем более она будет знать, что вы холостяк, тем более она еще больше вами заинтересуется, и она еще больше захочет вернуть то, что, возможно, было, либо же тогда не состоялось. Она попробует, ну, такой дубль 2 сделать. Как же вы к этому отнесетесь? А вы тоже заинтересуетесь. Вы, кстати, я вам скажу, что даже, может быть, даже еще больше будете рады этой встрече, чем она. Потому что, во-первых, вы уже холостяк. Во-вторых, вас, ну, как бы ничего не держит, да, и помимо того, что хочется женского тепла, любви, да, вы как будто взглянете на нее другими глазами. Вот она вам покажется еще лучше. Вот она и раньше вам нравилась, но здесь она покажется вам еще лучше, еще как-то привлекательней, сексуальней, да. Ну, то есть вы взглянете по-иному на нее. Здесь вы даже, я бы сказала, начнете ее больше атаковать. Вы будете ее и приглашать, да, вы будете как-то больше инициатором и встречи, и, ну, всего того, что будет между вами происходить. Причем я скажу, что эта женщина, ну, подарит вам такой кураж, такой мир страстей у вас начнется. Потому что, в принципе, вы оба две такие страстные личности, две страстные натуры такие. Поэтому интим здесь будет очень жаркий, очень разнообразный, пылкий, да, потому что она не из тех женщин, у кого болит голова. Она из тех женщин, которая даже мертвого бобика подымает. Я знаю, что вы любите про бобиков, поэтому я стараюсь так почаще его употреблять, да, вот вспоминать вернее. Поэтому здесь мертвые бобики не прокатят. Здесь она реанимирует, сделает искусственное дыхание вашему бобику, и здесь все будет на высоте. Поэтому я вам желаю поскорее встретиться с этой старой знакомой, да, это такой привет из прошлого, который окунет вас в пучину любви, страсти и, возможно, даже того самого счастья. Вот такой расклад был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!